Здравствуйте, с вами Оксана Вершинева-Булат. В этом видео я вам покажу, как от начала до конца начислить заработную плату в программе 1С Камин. Значит, с чего мы начинаем? Первое, мы должны сделать прием увольнения в течение этого месяца, за который вы начисляете заработную плату. Когда вы сделали все кадровые вопросы, мы переходим в сервис, параметры и меняем рабочую дату, то есть на конец того месяца, который нам необходимо сделать. К примеру, нам необходимо начислить заработную плату за август. Поставили последнюю дату августа, после этого нажимаем ОК. Переходим на регламентные. Изначально общий журнал у нас находится вот здесь. Работа, общий журнал. Или можно вот сюда. Журнал по видам документов. Следующее. Когда мы зашли в этот журнал, регламентные, всегда мы начинаем наше начисление с начала месяца. Это можно сделать либо вот здесь, либо скопировать предыдущее. То есть это гораздо проще. Нажимаем F9. Вот у нас август, после этого нажимаем ОК. В общем-то, там больше ничего делать не надо. Но тут же хотела сказать, что не надо, если у вас, допустим, одно нормы часов и дней. Например, все работают по пятидневной. Если несколько у вас систем, то вы тогда добавляете. У вас должно быть их несколько. То есть в данном случае это, например, шестидневная, сколько часов в неделю, пятидневная, 40 часов в неделю и так далее. То есть в зависимости от того, какой у вас режим дня прописан. В данном случае я показываю, что все работники работают по пятидневной системе. Значит, после этого я нажимаю ОК. Следующее, что мы переходим в закладку табели. И, в общем-то, копирую предыдущий табель F9. Вот он, мой табель. Так, сейчас, секунду, он у меня свернулся. Развернуть. Итак, значит, вот он табель за август. Мы нажимаем, здесь изначально уже есть 2 сотрудника, да. Если у нас еще есть сотрудники, то мы нажимаем либо плюсик и добавляем из списка сотрудников других сотрудников, то есть щелкаем и выбираем двойным щелчком левой клавишей мышки. Если мне не надо какая-то строка, нажала клавишу Escape. Это верхняя левая клавиша на клавиатуре. Значит, если у меня здесь все нормально, 2 человека, как чаще всего бывает у небольших предпринимателей, как бы не крупных, и нажимаю вот здесь «Рассчитать». Он мне рассчитал табель за август. Развернула на экран, чтобы было видно, почему, потому что у меня вот эти кнопочки не высвечивались, никак не получалось. Итак, значит, когда мы сформировали наш табель, мы нажимаем вот здесь на печать. Первое, высвечивается печать документа, нажимая на нее, высвечивается вот такой вот документ. Значит, если я сейчас просто нажму на печать, то он у меня распечатается вот таким вот образом на 2 страницах, и его придется склеивать. Ну, что мне не очень-то хочется. Что я делаю? Я захожу в файл, параметры страницы, и здесь ставлю ландшафт и по ширине страницы ОК. И после этого уже нажимаю на печать. Печатаю. Следующее. Это закрываю печатную форму, опять нажимаю внизу на печать и выбираю форма Т13. Вот она, эта форма сформировалась, и нажимаю. Вот если будет у меня не стоять где-то на белом фоне, мышка один раз нажала, тогда появляется вот здесь принтер, нажала на печать. Все, у меня табель будет сформирован, и как начислена заработная плата тоже. После этого нажимаю «Закрыть». В общем-то, в табеле больше мы уже ничего не делаем. Нажимаем ОК. Следующее, что мы делаем, это удержание НДФЛ, то есть налога на доходы физических лиц. Заходим в закладку «Налог на доходы физических лиц», и по сути я копирую предыдущего. Нажимаю F9. Теперь у меня месяц есть. Для того, чтобы не выбирать по одному вот так вот сотруднику, можно их создать списком. Вот, нажимаю «Подбор», и он мне спрашивает, какую группу. Вот здесь вы можете выбрать группу, какую. Вот мне работники нужны, подобрать.
когда он мне подобрал сотрудников, те, которые были указаны в данной группе. Поэтому вы своевременно чистите эту папочку уволенных, сразу перемещайте в закладку уволенные. После того, как у нас выбрались нужные нам люди, мы нажимаем вот здесь «Рассчитать». Он это рассчитал. После этого «Записать», «Печать». И вот этот вот расчет НДФЛ тоже печатаю. Печать. Закрываю. После этого нажимаю «Ок». Следующий этап нашей с вами работы – это выплата заработной платы. То есть мы переходим в закладку и вот здесь вот нажимаю F9. Теперь дальше. Почему я нажала F9? Почему? Потому что индивидуальный предприниматель, одна и та же зарплата ежемесячно. Что я делаю? У меня здесь везде стоит, что это за август. Вот здесь вот стоит июль, потому что я скопировала с предыдущего. Я щелкаю 2 раза левой клавишей мышки, нажимаю на кнопочку с 3 точечками. Выбираю август. То же самое делаю и у другого сотрудника. После этого ставлю галочку, что у меня выплачено. Выплата заработной платы в данном случае происходит из кассы. Нажимаю «Записать». После этого нажимаю на печать. Можно напечатать платежную ведомость. То есть вот такая вот она будет. Можно выдать заработную плату расходно-кассовыми ордерами. Тогда мы заходим опять, я закрыла печатную форму и захожу в печать. Расходные ордера. Здесь вас программа спрашивает последний номер вашего платежного расходно-кассового ордера, прошу прощения. Вы указываете тот номер, который у вас будет следующим. Нажимаем ОК. После этого программа сформировала расходно-кассовые ордера. Мы для того, чтобы вот здесь работник, грубо говоря, не писал, я это делаю таким вот образом. То есть я щелкнула здесь 2 раза левой клавишей мышки и нажала клавишу правой клавишей мышки и копировать. Потом щелкаю 2 раза левой клавишей мышки. У меня мигает курсор, правый вставить. Вот оно у меня получилось, сумма прописана. Если у вас вдруг не получается здесь, неактивная, да, печатная форма, тогда мы с вами заходим вот сюда, таблица, вид, и вот это вот редактирование вам надо нажать. Для того, чтобы она у вас вот здесь вот на панели тоже горела, это очень важно. То есть я могу здесь нажать клавишу, видите, уже ничего не нажимается. Нажимаю ее и тогда щелкаю и уже что-то могу, грубо говоря, изменить. Так, нажала вот здесь стрелочку назад, а то у меня стерлась половина. Теперь для того, чтобы здесь появилось внизу, мы нажимаем на пустом месте серого фона правой клавишей мышки, и появляется вот такое вот окошечко. И вам вот здесь у вас не будет галочки, то есть у вас будет вот так. Вам надо сюда нажать 1 раз левой клавишей мышки, тогда вот здесь появляется. Вот еще раз смотрите, покажу. Вот смотрите, есть. Теперь убрала табличную часть, видите, она ушла. Опять нажимаю, и вот она внизу появляется. Таким образом, когда нажата вот эта вот кнопочка, там где карандашик зеленый, да, можно редактировать вручную в печатной форме документа. И вставила. Когда я закрою наши вот эти вот изменения, программа их не запомнит. Так сказать, кратковременная память для программы. Печать. Я напечатала расходно-кассовые ордера. Естественно, здесь должен будет человек поставить свою подпись, что он эти денежки получил. После этого нажимаю «Закрыть» и проверяю, что галочка здесь у меня стоит. Она говорит о том, что люди получили заработную плату. После этого нажимаю «Ок». Значит, заработная плата начислена, заработная плата выдана. Перехожу в регламентные и делаю конец месяца. То есть вот я становлюсь на предыдущий конец месяца, нажимаю F9. Вот он у меня высветился конец месяца, нажимаю «Рассчитать». После этого нажимаю «Ок». Он у меня провелся. После того, как он провелся, я захожу еще раз в него левой клавишей мышки и вот здесь нажимаю на печать. Видите, принтер неактивный, то есть нельзя распечатать. Становимся на любое окошечко, 1 раз левой клавишей мышки, появляется принтер. После этого нажимаем «Печать». Все, мой свод отчислений и налогов, он у меня сформировался и, в общем-то, распечатается сейчас. После этого нажимаю «Ок». Какие у нас еще должны быть
отчеты распечатаны. То есть, если у нас есть исполнительные листы, да, то это удержание по исполнительным листам, вот они. У меня этого нет. Значит, следующее, расчетные листы. У меня программа спрашивает, за какой месяц. Мы ставим за какой месяц, за август. С 1 августа ошибка, и потому что здесь по 30 июня. Я сказала, что я понимаю, сейчас исправлю. Ставлю по 31. После этого внизу нажимаю «Сформировать». И вот у меня расчетные листочки сформировались. После этого я их нажимаю на печать. И расчетные листы напечатается каждый на отдельном листочке. После этого нажимаю «Закрыть печатную форму» и закрываю. Также, что еще мы печатаем, да? То есть в конце года печатаются ведомости, печатаются карточки, то есть на каждого сотрудника при приеме вы должны напечатать личную карточку. Ну вот, к примеру, выберу сотрудника, к примеру, вот так вот, и сформировать. И вот высвечивается его личная карточка, личное дело, так сказать, которое вы просто печатаете. Следующее. Здесь у нас есть и все справки о средней заработной плате, своды. Вот когда мы делали здесь конец месяца, у нас высветился свод. Его еще можно сделать вот здесь. Своды, свод отчислений и налогов. И здесь уже внизу сформировать, и вот он вышел. Следующий момент, это идут у нас карточки. Карточка учета страховых взносов. То есть, вот смотрите, к примеру, она печатается годовая. Можно выбрать по какому-то одному сотруднику или всех вместе. То есть, если я поставлю все предприятие, то тогда все напечатаются. Делаю «Сформировать», и вот они, карточки индивидуального учета начисления выплат. То есть, они тоже обязательно должны быть распечатаны. Это печатается в конце года. Следующее, что еще печатается, это реестр налогового учета по НДФЛ. То есть, ну, вот тоже сейчас нажму «Сформировать». И вот высветился реестр налогового учета. То есть, это по каждому человеку тоже как и что начислено. Так, еще раз. Реестр. За какое число, на какого сотрудника, к примеру, выбираю, нажимаю «Сформировать». И вот у меня реестр высветился, все суммочки есть, то есть распечатали, и он готов. Ну, в общем-то, все, наш отчет, наше начисление месячное закончено. Если у вас остались вопросы, спрашивайте, с удовольствием на них отвечу. На этом до свидания.